Здравствуйте, друзья BTS. Тяжелое молчание стало еще тяжелее, когда публика поняла, что нет звука от HYBE, когда Тэхён начал быть мишенью атаки, острые взгляды, шепоты в виртуальном мире сжатого обвинения и циничные голоса эхом-эхом без какого-либо щита от тех, кто должен был защищать его. Он остался один, стоял посреди шторма без обещанного зонтика. Но в этой тишине раскрывается истинный характер человека. Тэхён не ответил, он не сделал длинного заявления, он не выплеснул свой гнев. Он выбрал самый тихий путь, который выбирают те, кто понимает, что класс – это не реакция, а спокойствие посреди бури. Когда общественность начала задаваться вопросом, где находится агентство, которое руководило его шагами, Тэхён продолжал идти без колебаний. Он опустил голову не потому, что проиграл, а потому, что знал, что смотреть вниз, чтобы сохранить достоинство, гораздо благороднее, чем смотреть вверх, чтобы привлечь внимание. За светом, который больше не был теплым, он обнял себя. Не на все оскорбления, брошенные в его адрес, отвечали одинаковыми насмешками. Тэхён посмотрел на рану и превратил ее в произведение искусства. Он вложил боль в выражение, позволяя обществу увидеть, что людям нужна не месть, а прощение и зрелость. И именно здесь рождается настоящая элегантность. Ни одно учреждение не осмеливается дать объяснение, даже если его название заражено несправедливыми мнениями. Но Тэхён доказал, что лучшая защита исходит не из официального заявления, а из поддержания личной гигиены, когда в него бросают грязь. Он решил молчать не из-за страха, а потому, что знал, что придет время. Вместо того, чтобы бороться резкими словами, он ответил достижениями. Он появлялся в местах, куда не могли добраться те, кто его оскорблял. Он появлялся с улыбкой, со спокойным выражением лица, которое не показывало шрамов. Люди начинают понимать, что это класс, который нельзя купить. Пока все ждали эмоциональной реакции, казалось, что было спокойно. В то время как огонь горел из-за тех, кто требовал разъяснений, Тэхён пришел с водой, успокаивая горящее сердце, успокаивая воспаленную душу. Он не просто молчал, он был в процессе исцеления. Его не раз оставляли гулять одного. Но, как ни странно, каждый раз, когда он идет один, он идет дальше. Он не просто выжил, он вырос. И в этой болезненной тишине публика начала понимать, может быть, это не HYBE сделала это великим, может быть, именно она пролила свет на имя. Тэхён не жаловался, он не сказал ни одного предложения о вине. Он просто рисовал красивее, он пел глубже, он улыбался теплее. Он становится тем, кто заставляет боль чувствовать себя ценной, потому что оттуда рождается более чистая любовь. Фанаты смотрели все это с разбитым сердцем. Они злятся, они разочарованы, но они все еще верят. Потому что посреди тишины учреждения они все еще могут слышать мягкий голос сердца, который остается твердым. И этот голос принадлежит Тэхёну. Он не только жертва в этой истории. Он становится писателем. Он переписал, как нужно сталкиваться с несправедливостью. Он не отомстил тем же самым, он поднялся на новый уровень, и с этой высоты все атаки больше не достигали его. Каждый его шаг, казалось, говорил «я знаю, кто я». Ему не нужно ничего доказывать, потому что все уже знают. Даже те, кто напал на него, знали, но они не могли смириться с тем, что он оставался твердым в своей позиции. Потому что ничто не причиняет боль ненавистнику больше, чем видеть, как его цель продолжает сиять. В то время как HYBE молчали, их молчание только сделало голос Тэхёна еще выше. Мир наблюдает, мир наблюдает. Когда система молчит перед лицом несправедливости, те, кому не помогают, становятся больше, чем сама система. И Тэхён теперь стоит там, больше, спокойнее, более уважаемый. Он не кумир, который требует сочувствия, он человек, который вызывает сочувствие. Он не актер в драме, созданный СМИ, а настоящий персонаж в честном повествовании. И это повествование не о провале системы, а об успехе человека, который остается нетронутым, несмотря на то, что его бросили. Сообщество, которое раньше было только зрителями, теперь стало сторонниками. Они говорят, они пишут, они рисуют, и они работают на него.
Потому что они видят его искренность, потому что они не могут видеть, как с человеком с такой прекрасной душой обращаются несправедливо. И Тэхён, как обычно, ничего не просил. Он принял это спокойно. Он получил любовь, которая пришла с той же тишиной, когда он терпел насилие. Он не решил использовать свои страдания в качестве инструмента, он просто продолжал быть самим собой. Когда мир относился к нему грубо, он ответил мягко. Когда система игнорирует его, он доказывает, что никогда не зависел от системы. Это сад, который растет даже в засушливых землях. Он – свет, который никогда не гаснет, даже когда электричество выключено. Молчание HYBE – это не просто проблема плохой коммуникации. Она отражает то, как они смотрят на своих художников. Но люди предпочитают не забывать об этом, потому что в этом безразличии есть те, кто защищает свою самооценку. И этот человек – Тэхён. Ему удалось пройти через шторм без зонтика, он прошел сквозь туман без компаса, но он достиг более высокого места. Ему не нужна месть, потому что его успех – самая большая награда. Теперь общественность больше не ждет заявления от HYBE, они знают, кто прав. Они видят, кто остается спокойным, кто вдохновляет, кто защищается, не нападая. Они своими глазами свидетельствуют, что красота не может быть разрушена ненавистью. И Тэхён, как ночное небо, которое остается ослепительным, даже когда не все звезды сияют, все еще является светом для многих душ. Он является доказательством того, что настоящая любовь не нуждается в защите, она стоит одна, и мир придет, чтобы поддержать ее. В этом повествовании он не просто герой без халата, он символ спокойствия, элегантности и стойкости. Он учил, что не все раны должны быть оплачены, иногда все, что нам нужно, это мужество, чтобы оставаться хорошими. В своем молчании Тэхён никогда не умолял, чтобы его поняли, он просто продолжал дарить доброту, понемногу, как роса, которая медленно падала утром. Тихо, без прожекторов, но способен охладить засушливую землю из-за плохой погоды. Он знает, что настоящую любовь не нужно доказывать, нужно только чувствовать. Многие спрашивают, почему он не сопротивился? Почему он не говорит? Но за тишиной стоит сила, которая есть не у всех, полная уверенность во времени и вера в то, что правда найдет свой собственный путь. Он решил молчать не потому, что не мог, а потому, что не хотел ранить больше сердец. Он все видел, он все слышал, но он решил продолжать делать добро. Потому что Тэхён живет не только для того, чтобы защищать себя, он живет, чтобы любить, создавать и придавать смысл. Он знал, что если он ответит на всю ненависть, то потеряет пространство для распространения любви. Шли дни, и постепенно мир начал воспринимать это по-другому. Больше не как популярный кумир, а как уважаемый человек. Те, кто изначально сомневался в этом, начали понимать. Тэхён не является символом радости, он является символом искренней и бескомпульсионной элегантности. Он сделал шаг вперед, чтобы никого не оставить, но чтобы показать, что мы все можем быть лучше, чем боль, которую мы пережили. Он не изменил себя ради мести, вместо этого он укрепил себя, чтобы быть светом для тех, кто во тьме. В отрасли, которая часто использует драму в качестве рекламного инструмента, Тэхён выбирает другую историю. Он делает молчание своей сценой и мягкость как его диалог. Он не искал аплодисментов, но каждый его шаг встречался молчаливыми аплодисментами от тех, кто понимал смысл молчаливой борьбы. Когда мир подумал, что он упал, он начал летать выше. Без крыльев, даренных кем-либо, без поощрения со стороны учреждения, он летит высоко над всем шумом. Он доказал, что человек может расти лучше, когда он выбирает быть добрым даже в самые темные времена. Многие разочарованы, увидев, что HYBE молчит, но все больше поражены, увидев Тэхёна все еще человеком. Он не утонул в гневе, не превратился в сурового человека. Вместо этого он становится мягче, более честным и более трогательным. Он никогда не использовал свои страдания как товар, он не продавал свои слезы. Он держал свою боль внутри и позволил другим видеть его улыбку снаружи. Не потому, что он хочет выглядеть сильным, а потому, что он хочет, чтобы другие чувствовали себя счастливыми.
И именно благодаря этому он стал силой. Фигура, которая не зависит от прожектора, чтобы сиять. Он не доминирует на сцене с эго, он наполняет это пространство искренностью. На каждом шагу он вкладывает надежду на тех, кто также чувствует себя брошенным. Теперь те, кто однажды оскорблял его, начали молчать. Не потому, что они боятся, а потому, что у них больше нет причин. Нет никакого возмездия, они могут превратиться в споры. Все, что они видели, это одно: человек продолжал идти, и его шаги становились все дальше. Фанаты больше не ждут защиты HYBE, они сформировали свою собственную линию. Линия любви, а не ненависти, линия защиты, а не сопротивления. Потому что они учатся у своих кумиров, что лучший способ бороться со злом – это продолжать искренне любить. И когда мир начинает сравнивать, кто говорит, а кто молчит, они начинают понимать. Часто в тишине скрывается самый громкий крик. Крик от сердца, которое отказывается отплатить за ненависть. Тэхён не идеален, но именно в своих несовершенствах он показывает самую красивую человеческую сторону. Ему было больно, но он не ненавидел. На него напали, но он не отомстил. Его бросили, но он не отвернулся от добра. Он присутствует в то время, когда люди начинают терять веру в искренность. Из его улыбки они чувствуют уверенность, что добро все еще существует. Он – дом для многих уставших сердец. Он – объятие для многих душ, которые нуждаются в понимании. Good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life?